Здравствуйте! Сегодня на кухне у Евы мы приготовим очень вкусный гречневый суп. Причем готовить мы этот суп будем без мяса. Такой очень легкий супчик получается. Но прежде чем мы приступим к его приготовлению, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, чтобы поддержать его развитие. Для приготовления гречневого супа нам понадобится полкилограмма картошки, по 100-150 граммов лука и моркови, 100 граммов гречки, 250 граммов томатного сока, у меня это перекрученные через мясорубку помидоры, соль, а также зелень, либо специи, которые вам нравится добавлять к супам. Первым делом наливаем воду в кастрюлю и отправляем на плиту. Пока вода будет закипать, занимаемся нарезкой картошки. Картофель нарезаем не очень крупными кубиками, как обычно на суп. В моей семье это вот такие вот кубики. Затем нарезаем лук. Лук нарезаем мелкими кубиками, как обычно на зажарку. Вот такие кубики лука получаются. Морковь натираем на крупной терке. Вот такая морковка получается. Наливаем в сковородку растительное масло и ждем, пока оно разогреется. В разогретое масло высыпаем лук. Периодически помешивая, обжариваем лук до золотистого цвета. Лук начинает румяниться, добавляем морковь. Сразу подсаливаем немножко морковь, чтобы она отдала свой сок. Морковь помягчела, добавляем томатный сок. Если у вас нет томатного сока, можно обойтись томатной пастой. Разведите пару ложек томатной пасты в стакане воды и влейте в зажарку. Я рекомендую пережаривать томат, пережаривать томатный сок. После этой процедуры получается более приятный вкус. Сейчас я убавлю температуру нагревания. Из 6 возможных моих делений я ставлю на 3-е деление. То есть это чуть меньше половины. И на таком средненьком огне, если можно так назвать, буду тушить зажарочку. Я специально сильно не зажариваю, а вливаю томатный сок, чтобы оно протушилось больше, чтобы меньше потреблять жареного. Зажарку периодически помешиваю, потому что у томата есть такое свойство пригорать. Прошло 5 минут, зажарка абсолютно готова, отодвигаем ее в сторону. В закипевшую в кастрюле воду забрасываем картошку. И сразу же отправляем туда гречку. Перемешиваем и ждем, пока сварится. Картошка сварилась. Гречка тоже. Вот, они уже готовы аж развариться. Выгружаем зажарку. Добавляем соль. Я кладу где-то чайную ложечку соли на такую кастрюльку. У меня 3-литровая кастрюля супа получается. И добавляем специи. Сейчас можно положить любимую зелень, как я, например, вот петрушечку отправляю. А можно добавить лавровый лист, перец горошком. Дожидаемся, пока закипит, и наш суп будет готов. На приготовление супа у меня уходит около получаса. И это на электроплите. На газовой плите будет все гораздо быстрее. Суп готов, можно набирать в тарелки. Вот он какой получился, в меру густой, в меру жидкий. Этот суп хорош как сам по себе, так и вместе со сметаной. А мой муж любит подавать к нему еще и домашний майонез. Рецепт майонеза я оставлю в инфобоксе. Если вам понравился мой гречневый суп, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост в социальных сетях и не забудьте подписаться на мой канал, нажав на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные, интересные блюда. Приятного аппетита всем! Пока-пока!